Беспроводных наушников просто море, а учитывая, сколько я их тестирую в месяц, топы наушников можно обновлять ежемесячно. Самая долгожданная распродажа на носу. Насколько честно китайцы будут устанавливать скидки, как изменится доллар. И подобные рассуждения, они для стримов. В этом обзоре я расскажу о 10 парах беспроводных наушников, которые вас однозначно не разочаруют. А главное, если они вам по какой-либо причине не подойдут, вы однозначно найдете на них покупателя. И возможно, на этом еще и заработаете. В этом топе только топы. И да, их будет, может быть, немного больше 10. И на все из представленных ушек есть отдельные обзоры на канале. А под этими обзорами вы можете найти приличное количество отзывов на эти наушники. Затянул? Возможно, но топ вам понравится. Tube 674, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Есть еще и доп. Розыгрыши, в прошлом месяце я разыгрывал 20 девайсов. Все условия всегда в описании, и сегодня вы увидите мою подборку ТВС наушников под распродажу 11.11. И не обязательно их покупать на Алиэкспрессе, скидки будут везде. Просто обычно китайская дешевле в Китае, хотя все будет зависеть от курса доллара. 10 место. Один из самых неоднозначных продуктов, который не так просто купить дешево. Обычно выгодно его покупают только в розовом цвете от того, что так он дешевле. Первые мои гибридные вкладыши Oppo Enco Free. И многие мои подписчики предпочитают эти ТВС ушам, которые дороже в несколько раз. На пальцах это вкладыши со сменными амбушюрами. У них отличный дорогой пластик, минимальные габариты, хороший микрофон, который так редко встречается. Не лучший, но хороший. Я брал их вообще за $140. Мне в этой модели понравилось все. Автономность 6 часов на 80% громкости. Можно управлять наушниками через шапку. Свайпами можно управлять громкостью. Кейс по габаритам слегка больше AirPods-овского, квадратный 52 мм на 42 на 24 мм, но выглядит интереснее. Плюс может стоять на любом ребре. AirPods скорее обезличены, и в этом, наверное, есть задумка. А когда здесь даже на металлической пластине указан бренд, это уже интересно. На этой пластине также присутствует диод индикации заряда наушников. Поверхность бокса матовая и значит менее подвержена микроцарапинам, в отличие от бокса AirPods. Ставить бокс можно на любое ребро, стоять будет. Беспроводной зарядки у бокса нет. 4 раза кейс наушники перезаряжает. Анимация подключения в наличии только с телефонами Oppo, и то не со всеми моделями. Подключаются наушники очень быстро, по ушам. Весят по 4,5 грамма каждый. Размер, как у подсов, 35 мм на 16 на 17 мм. Внутри кармана выглядят не странно, но незаметными их не назвать. Внутри наушников Bluetooth версии 5.0, но поддержка aptX отсутствует. Кодеки только AAC и SBC. Звучание лучше, чем у AirPods, как вы понимаете, в отличие от классических вкладышей, в этих ушах есть басы. Ссылка на то, где наушники купить, как и мои обзоры на все девайсы в этом топе, вы можете найти по ссылкам в описании к видео. А по ссылке в прикрепленном комментарии мой телеграм-канал со скидками и промокодами на Али. Кидайте, что понравилось, в корзину, применяйте промокоды и сами считайте, что и за сколько можно выгодно купить. И да, в первый час распродажи сметают даже промокоды 1200 рублей с 5000, допустим. Поэтому лучше, если вы что-то решили покупать, покупать это в первый час. Но, как говорят, кто успел, тот успел, а для остальных распродажа станет обманом. Единственное, как и любой другой предмет в этом мире, физически они могут вам просто не подойти. Так что желательно примерить перед покупкой то, что вы выбрали в реальности, а потом уже покупать на Али или еще где-то дешевле. 9 место. Sony WF-1000XM3. Беспроводные наушники-затычки, габаритные, я бы даже сказал огромные. И пусть Sony пока не выпустила 4-ю версию, по моему мнению, из затычек до $300 они играют лучше всех. И да, они лучше, чем Synhi 2-й версии, они у меня на руках, могу в лоб сравнить, что вскоре и сделаю, но пока на Synhi обзора нет. Быстрая зарядка наушников, сенсоры приближения, шикарный комплект амбушюр. Про топовые наушники обзоры нужно смотреть отдельно, если честно. Про них ведь за минуту не расскажешь, да даже за 5. А топы я делаю тоже быстрыми, поэтому понимаете, я здесь говорю основное. В период сейла на Sony очень прилично скинули цену и скидывают даже сейчас. Да, у бокса нет беспроводной зарядки, и, конечно, нет никаких кодеков aptX или LDAC. Все довольно скромно, но после последнего обновления стал хорошим активный шумодав, великолепный пакинг, NFC для быстрого сопряжения. Играют они великолепно. Их нужно слушать, хотя очень многие мои подписчики, начинающие ТВС аудиофилы, как ни странно это звучит, предпочитают другую модель, а именно 8 место. Беспроводные наушники-затычки Aund Soundcore Liberty 2 Pro. Суперкомплект, отличный пакинг. На борту беспроводная зарядка
зарядка бокса плюс возможность зарядить бокс по Type-C. Выглядят уши менее габаритными, чем Sony 1000, в них гибридные излучатели, динамический драйвер на 11 мм и арматурный драйвер, которые выдают довольно хорошее звучание, я бы даже сказал одно из лучших. Автономность. Аккумуляторы в каждом наушнике по 65 мАч держат 6 часов на 100% громкости, на которой вы точно не сможете их слушать. На 60% они отыгрывают 8 часов свободно. По сравнению с 4 часами у AirPods Pro это просто сумасшедший результат. Управление кнопками, они здесь маленькие и механические. Случайно кнопки не нажать. Настраивать управление можно в программе. На выбор: перелистывание треков, голосовой помощник, увеличение и уменьшение громкости и вызов голосового помощника. Soft Touch пластик, конечно, манит сильно. Поддержка кодеков AAC, SBC и aptX на борту. Bluetooth 5 версии через 2 стены ловят. Микрообрывов в людных местах не замечал. Нет задержки в YouTube, но в играх по мне она просто лютая. Вообще не понимаю, как в такого класса наушниках может быть задержка в играх. Даже в пофиксенном PUBG она заметна. И это крайне непривычно. Некоторые слышат в них белый шум, и я из этих пользователей. Но заметен он для вас будет только если поочередно сравнивать их с Sony 1000. По мне, получился отличный продукт, хоть и со своими недостатками. 7 место. Еще одно детище корпорации BBK, Oppo Enco-Free W51. Очень комфортные затычки. В них есть поддержка проводной и реверсивной зарядки бокса. Активное шумоподавление на уровне топов мирового рынка. Уникальный дизайн, рабочие сенсоры приближения, быстрая зарядка и минимальная задержка. Безумно удобная форма, бокс также удобный. Вес бокса 47 граммов, 4 раза наушники он перезаряжает. Защита от влаги IP54, но только у наушников. Bluetooth версии 5.0, быстрая зарядка только для бокса, за 15 минут заряда бокса он вам выдаст 2 полные перезарядки наушников. Автономность наушников скромная, 4 часа 10 минут на 50% громкости без активированного шумодава. Анимация только с телефонами Oppo и Realme, управление тапами, изменять громкость в них нельзя. Есть датчики приближения, есть активный шумодав, не супер, но рабочий. Функции прозрачности нет, задержка минимальна, белого шума нет, запас громкости лютый, а ЧХ V-образная, высокие частоты не зажаты. Нравится мне их дизайн, очень удобная штуковина и звучат классно. 6 место. Беспроводные гибриды Huawei FreeBuds Pro, такие свеженькие. И я вам скажу, они сделали их не считая габаритов и формы, которая мешает их носить только с эстетической точки зрения. В ушах носить их удобно. Нереально крутые по звучанию наушники. Все здесь супер рабочий. И активный шумодав, и датчики приближения, и приложение понятное. Даже управление 2 видами, сжатием и сенсорами. И громкость менять можно. Но учитывая, что супер звучание у них только с телефонами Huawei и Honor, а ценник они задрали под AirPods Pro, универсальными их назвать язык не повернется. Быстрая зарядка наушников в боксе за 37 минут до 100%. 30 часов автономности вместе с боксом они вывозят. 7 часов на одном заряде это прямо очень сильно. Bluetooth самой последней версии 5.2, несколько расцветок и хороший звук со всеми девайсами. Но суперский исключительно с Huawei, когда вы включаете работу через Kirin. Вот так, хотя и не к Huawei, я бы их тоже взял. Нравится мне подобный угловатый дизайн. И тому доказательство 5 место. Беспроводные наушники вкладыши Xiaomi Feel CC. И для этих наушников, правда, нужен мозг. Они бывают глобальные китайской версии. С глобальной все просто. Подключаются к программе из маркета. Если китайский, нужно будет скачивать АПК. Хотя уверен, что все мои подписчики это умеют. Внешний вид закачаешься. Чистый киберпанк. Беспроводные вкладыши, зарядка бокса через Type-C. Бокс бездумно открытый. Автономность неприлично скромная, всего 3 часа на максимальной громкости. Но тише, дольше. Это, кстати, единственные наушники Xiaomi в топе, несмотря на то, что я фанат Xiaomi. Защита от влаги IPX4, только у ушей. По кодекам только AAC и SBC, 70% громкости хватит любому. Управление сенсорами, сенсоры адекватные, функция плей-паузы, вызов голосового помощника, уменьшение и увеличение громкости и переключение треков. Для меня они лучшие в дизайне. Крутыши такие. 4 место. Еще одни уникальные вкладыши. Huawei FreeBuds 3. И они на рынке уже почти год. Это единственные вкладыши с активным шумодавом, которые я знаю. Да, он работает не фонтан, но больше подобного на рынке не делал никто. Упаковка просто отличная. Комплект стандартный. Бокс, наушники, кабель, документация и зарядка. Я купил в белом исполнении. В продаже есть еще черные и красные. Звучание чистое и правильное. Запас громкости отличный. По ощущениям вау-эффекта нет. Ну это лично у меня. Кодеки в ушах, кстати, AAC и SBC. 4 часа на максимальной громкости они вывозят. После последних обновлений звучание и шумодав стали лучше. Если у вас телефон Huawei или Honor и вы
вы решили купить беспроводные вкладыши, это однозначно ваш вариант. Третье место. Xiaomi Huami Amazfit Buds. Беспроводные затычки, которые по звуку выдают довольно посредственные показатели. Хорошие посредственные показатели. Мне звучание понравилось. Но у них есть то, чего нет ни у кого из подобных девайсов. Уши про спорт. В правом наушнике встроен пульсометр, который не особо уступает в точности нагрудному пульсометру Polar H10, который стоит так же, как эти наушники. С показаниями этого пульсометра я данные ушки и сравнивал в обзоре. Крупный пузатый бокс, большие наушники, но в то же время удобные с магнитными заушинами. Для сопряжения с телефоном необходимо либо обновить, либо скачать программу Amazfit по QR-коду на коробке. Она есть и на iOS, и на Android. Вес одного наушника 5,8 граммов, в полном сборе с магнитной заушиной 7,2. При носке в ухе наушники почти не ощущаются. При беге во время отслеживания пульса наушники поедают 29% за 52 минуты. Притом музыка будет играть на максимальной громкости. Если вы бегун начального уровня, на 40 километрах вам должно заряда хватить. Главное в 3,5 часа уложиться. Торчат из ушей наушники прилично. Кодеки SBC и AAC через две стены ловят. Bluetooth версии 5.0 без отвалов. Режим прозрачности в наличии. Ушки про спорт. Второе место Vivo TVS Neo. И сразу у них кодек aptX Adaptive, а не aptX. Это разные кодеки. И Vivo первой серии 2019 года звучат лучше, но не настолько, насколько они дороже стоят. 5 часов 50 минут отрабатывают Neo на максимальной громкости. Bluetooth космической версии 5.2. Звучание хорошее с басами, хоть форм-факторы вкладыши. Два цвета, своя программа, управление свайпами, громкость менять с них можно. И они в топ-3 по звучанию среди вкладышей. Как вы уже поняли, топ-3 это Vivo TVS, Huawei FreeBuds 3 и эти. Микрофоны хороши, очень универсальные и классные вкладыши. С айфонами звучат значительно хуже, отличные ушки. Первое место AirPods Pro с активным шумодавом, ушки на 60% громкости в паре с iPhone 11 Pro Max живут только 4 часа. Без активированного шумодава 4,5 часа. Задержка минимальна, тесты независимых лабораторий показывают результат в 144 миллисекунды. И расписывать, что это лучшие наушники к любому iPhone смысла просто нет. Вам достаточно оглядеться в большом городе вокруг вас, чтобы понять, как много людей их носят. Их способности и формы копируют, но, к сожалению, так удачно, как у них, это ни у кого не получается. Компактные, дорогие и непревзойденные, опять же, по моему мнению. И допом хочу добавить, что если вы ищете наушники на шнурке, я бы на вашем месте обратил внимание на наушники OnePlus Bullets Wireless Z. Они чуть-чуть хуже, чем вторая версия данных наушников от OnePlus, но в разы дешевле. Качественные материалы, великолепнейший звук, море плюшек, посмотрите обзор на них у меня или еще у кого-то. Если вы ищете что-то на шнурке, я бы однозначно брал только их. Учитывая их цену, это вообще аттракцион невиданной щедрости. Повторяю, примеры работы микрофонов всех представленных наушников, примеры задержки и остальные особенности в обзорах по ссылкам в описании к видео. В этом топе я выбрал для вас, по мне, самое интересное. Скидки во время распродажи будут везде, не только на Алиэкспрессе, так что, как говорится, собирались купить, флаг вам в руки. Не забудьте посмотреть мою подборку топ-товаров для покупки 11.11 по ссылке в правом верхнем углу. Добавляйтесь в мой телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Завтра кроссовки от Xiaomi. В воскресенье стрим, что я куплю на Али во время сейла и в какую цену это мне выйдет. Во всяком случае, я надеюсь, в какую цену это мне выйдет. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.